В ноябре 1850 года французский египтолог Агюст Мариет под Саккарой раскопал занесенную песком голову сфинкса. За несколько месяцев он прошел по аллее почти из 400 таких же сфинксов и оказался у лестницы, уводящей под скалу. На глубине более 10 метров он нашел коридор длиной 350 метров. По обеим сторонам 24 гранитные ниши. В каждой гигантская коробка. Каждая коробка весит десятки тонн. Крышки прилегают так плотно, что в 1851 году рабочим Мариета пришлось применять черный порох, иначе они не открывались. Все 24 коробки оказались практически пустыми. И что удивительнее всего, только 4 из 24 несут хотя бы одно слово надписи. Сегодня я разбираю одну из самых сложных археологических загадок Северной Африки. Чтобы понять, почему Серапеум – это не просто древняя могила, а археологическая стена, нужно держать в голове 4 имени и 3 цифры. Агюст Мариет – французский египтолог, ученик Жана-Франсуа Шампольона, того самого, кто в 1822 году расшифровал иероглифы по Розетскому камню. В 1850 году Мариет приехал в Египет, чтобы купить для Лувра коптские рукописи. Никаких рукописей он не нашел. Зато прочитал у греческого географа Страбона, жившего в 1 веке до нашей эры, описание подземного храма Сераписа, занесенный песком, со сфинксами, ведущими ко входу, среди которых иные едва видны над барханом. Мариет понял, если эти сфинксы где-то торчат из песка, там вход. 1 ноября 1850 года он начал расчистку плато Саккара, некрополя древней столицы Мемфиса, в 30 километрах к югу от Каира. Через несколько недель показалась голова первого сфинкса, затем второго, третьего. Когда Мариет проложил аллею, он насчитал около 380 сфинксов. В конце аллеи лестница вниз в скалу. Так миру открылся Серапеум, погребальный храм священных быков Аписов. Дальше работали еще 3. Карл Рихард Лепсиус, глава прусской экспедиции 40-х годов XIX века, успел снять только наземные части. Серапеум он не нашел. Эмиль Брукш, брат знаменитого Генриха, продолжил раскопки в 80-е годы XIX века. И спустя 130 лет американский инженер Кристофер Дан, не археолог, но машиностроитель с 45-летним опытом обработки металлов, впервые измерил эти коробки лазерным уровнем. То, что он намерил в академическую науку, до сих пор не вписывается. Подземная часть Серапеума – это не одна камера, а целая разветвленная сеть. Главный коридор тянется примерно на 350 метров, при ширине 3 метра и высоте около 5,5 метров. Это длиннее 3 футбольных полей, поставленных в ряд, и выше двухэтажного дома. По обеим сторонам коридора 24 ниши. В каждой нише лежит одна гранитная коробка. Они вырезаны из черного и красного гранита и стоят на каменных пьедесталах. Внутренние размеры каждой коробки примерно 4 метра в длину, 2 метра 30 сантиметров в ширину и столько же в высоту. Сама коробка весит около 70 тонн. Сверху лежит крышка еще примерно в 30 тонн. Общая масса одного комплекта около 100 тонн. Чтобы понять масштаб, представь следующее. 100 тонн – это вес полностью загруженного железнодорожного вагона или 3 городских автобусов, поставленных друг на друга. И этот вес лежит в подземной нише, в скальной породе, на глубине 12 метров под поверхностью пустыни. Как туда занесли каждую из 24 коробок, не объясняет ни одна стандартная археологическая модель. Но это еще не самое странное. Самое странное не вес, а геометрия. В 1995 году Кристофер Дан спустился в Серапеум с лазерным линейным уровнем и набором прецизионных угольников. Эти инструменты используются в авиационной промышленности при проверке деталей реактивных двигателей. Дан замерил внутренние грани одной из коробок. По его опубликованным данным, отклонение от прямого угла на 2-метровой стороне составило менее 3 микрометров.
3 микрометра. Это в 30 раз тоньше человеческого волоса. Чтобы осознать, насколько это абсурдная цифра для древнего мира, нужна одна сравнительная справка. Гранит по шкале Моаса – это твердость 7 из 10, то есть он сравним с кварцем. Бронзовые инструменты, которые были основным материалом обработки в Древнем Египте, по той же шкале, твердость 3, как у кальцита. Бронзовым резцом обработать гранит – это все равно, что попытаться разрезать стальную трубу пластиковой ложкой. Технически возможно, но с заведомо известным результатом. Ложка ломается раньше, чем труба. Сам Дан в своей книге 2010 года «Утраченные технологии Древнего Египта» пишет дословно: «Эти поверхности обработаны с точностью, которую мы сегодня в промышленности достигаем шлифовкой на оптическом станке с алмазным абразивом и охлаждением жидким азотом». Это не древние тайны. Это конкретный измерительный протокол современного инженера. И именно поэтому академическая египтология эту тему предпочитает обходить. Но и геометрия не самая странная в Серапиуме. Третья странность – материал. Гранит, из которого вырезаны 24 коробки, не местный. В Саккаре под песком – мягкий известняк. Тот самый, из которого сложены пирамиды. Геохимический анализ образцов, проведенный в начале 2000-х годов, показал, что черный гранит Серапеума соответствует составу пород в каменоломнях Асуана, на юге Египта, на берегу Нила. Расстояние от Асуана до Саккары по воде примерно 800 километров. По дорогам около 920. Это как если бы каждый из 24 саркофагов поехал из Парижа в Лион на собственном самосвале. Только самосвалов не было. По официальной версии, гранит резали в карьере, грузили на специальные речные баржи и сплавляли по Нилу. На самой большой египетской барже, известной по фресковым изображениям, могло помещаться около 80 тонн груза. То есть одна коробка с крышкой просто не помещалась на одну баржу. Ее надо было разделить. Дальше. Выгрузка. Перевозка по суше до Саккары – это еще 20 километров от Нила, спуск в подземную галерею. По всем оценкам, на каждую коробку уходило от 2 до 5 тысяч человека-дней работы. На 24 коробки около 100 тысяч человека-дней транспортной работы плюс отдельная работа по обработке. Это население древнего города на 20 лет, занятого только одним проектом. Но именно следующая деталь делает эту схему почти невозможной. Допустим, гранитная коробка приехала из Асуана. Допустим, доставлена в Саккару. Дальше начинается самое интересное. Коридор Серапеума ведет в скалу через лестницу. Ширина прохода 3 метра, длина 350 метров. Чтобы доставить 100-тонную монолитную коробку в нишу, отстоящую от входа на 200 метров, нужно решить 3 инженерные задачи. Первая – спустить ее под наклоном на 12 метров вниз. Вторая – провести по коридору, в котором нельзя маневрировать в сторону. Третья – повернуть ее на 90 градусов и установить в нишу. Каждое из этих движений с грузом массой 100 тонн в наклонной шахте требует точно рассчитанной системы блоков, противовесов и направляющих. Когда в 1851 году рабочие Мариетта попытались открыть одну из коробок, чтобы посмотреть, что внутри, они с ней не справились. Каменотесы пробовали поднять крышку рычагами, не подняли. Пробовали забить клинья, не получилось. В итоге Мариетт дал команду применить черный порох. Французская академия наук получила официальный отчет. Крышка отделилась после 2 зарядов черного пороха. Это значит, что коробка, помещенная в нишу 3000 лет назад, прилегала к крышке плотнее, чем стенки современного сейфа. Хайнрих Брукш, брат Эмиля, в своих записках 1885 года отметил: коробка и крышка прилегают так, что вода в этом стыке не проходила. Это уровень гидравлической герметизации, который в современной промышленности достигается шлифовкой и контрольной пастой. И это главный довод против простой версии. Гробница для быка. Однако то, что было найдено внутри 24 коробок, к быкам не имеет почти никакого отношения. Официальная версия проста и красива. Серапиум – это некрополь священных быков Аписов.
Бык Апис в египетской религии считался земным воплощением бога Птаха, покровителя Мемфиса. Когда выбранный бык умирал, его мумифицировали и хоронили с почестями, равными фараону. Срок жизни одного Аписа – около 25 лет. За эпоху от Аменхотепа III, это 14 век до нашей эры, до конца Птолемеевского периода, то есть до 1 века до нашей эры, за 1300 лет должно было быть похоронено примерно 60-80 Аписов. Это стройная теория. Но она спотыкается о 4 факта. Первый. Размер коробок. Внутреннее пространство. 4 на 2 с третью метра. Это объем около 21 кубического метра. Для мумии быка длиной 2,5 метра нужен ящик не больше 3 на 1,5. То есть в коробках серапиума оставалось бы 3/4 пустоты. Для уважительного захоронения это избыточно даже по египетским меркам. Второй. Точность граней. Для ритуального погребения такая прецизионная точность не нужна. Хеопса в Великой пирамиде хоронили в гранитном саркофаге, обработанном грубее на 2 порядка, и это считалось высшим уровнем, что должно было лежать в серапиуме, чтобы потребовать такой точности. Третий. Содержимое. Агюст Мариет описывает в своих отчетах 1851-1854 годов, что лишь 3 из 24 коробок содержали следы битума и фрагменты костей. Остальные 21 пустые. Если это была система захоронения быков, где сами быки? Четвертый. Маркировка. На большинстве коробок нет ни одной иероглифической надписи. Это нетипично для Древнего Египта. Все, что хоронило государство, маркировалось: имя владельца, дата, бог-покровитель. Здесь анонимные ящики. И вот тут начинается главное. В серапиуме есть 2 зоны. Первая – главный коридор с 24 гранитными коробками. Вторая – отдельные камеры в боковых ответвлениях. И вот здесь Мариет нашел то, что официальная версия объясняет хорошо. В боковых камерах лежали обычные деревянные саркофаги с мумиями быков Аписов, с надписями, с датами, с именами фараонов, при которых эти быки жили. Эти захоронения относятся к новому серапиуму, построенному в эпоху Рамсеса II, это 13 век до нашей эры, и поздним династиям. Сам Рамсес II лично присутствовал на похоронах одного из Аписов. Это задокументировано в стеле, найденной у входа. То есть структура такая. Старший серапиум – это галерея с 24 безымянными гранитными коробками, происхождение которых неясно. Младший серапиум – это система боковых камер с деревянными саркофагами и обычной разметкой, использовавшаяся как минимум с 13 века до нашей эры и до римского времени. Гипотеза, которую с 2000-х годов все чаще обсуждают такие исследователи, как Кристофер Дан, Брайан Форстер и часть европейских инженеров-историков, 24 коробки – это более древний слой, чем культ Аписов. Возможно, его построила цивилизация, к которой египтяне новых династий пришли уже на готовое и приспособили под собственный ритуал. Это объясняет и пустоту, и анонимность, и точность, и материал. Динамики при которой, в кавычках, это строили мы и для своих быков. В этой картине просто нет. Серапиум закрыт для широкой публики с 90-х годов из-за обрушений потолка. В 2012 году он был частично открыт после ремонта, но только главная галерея. Боковые ответвления оставались недоступны. И вот после этого происходит вторая, гораздо более тихая аномалия. За 173 года, с 1850 по сегодняшний день, никто из археологов не повторил инженерных замеров Кристофера Дана. Никто не пришел с лазерным трекером или с электронным тахеометром и не сказал: «Хорошо, Дан, мы проверили, ты ошибся вот здесь и здесь». Просто тишина. Параллельно вокруг серапиума гремят сенсации. В 2020 году в Саккаре, в считанных сотнях метров от его входа, открывают 100 саркофагов с мумиями. В 2022 году еще 250 саркофагов и 150 бронзовых статуй. В 2023
гробницы возрастом 4400 лет у пирамиды Тети. Министерство туризма и древности Египта объявляет все это в прямом эфире на специальных пресс-конференциях с участием Захи Хаваса. А 24 гранитные коробки Серапеума в 5 минутах ходьбы стоят так же, как при Мариите. Без подписей, пустые, с точностью граней, которую никто не объяснил. Главный поворот в этой истории не сенсация 24 года. Главный поворот в том, что за 173 года академическая наука так и не пришла измерить эти коробки заново. Объяснение, которое мы имеем, это объяснение 1851 года, едва обновленная прусской экспедицией 80-х. И пока этого не сделано, каждая из 24 коробок остается открытой задачей. Что именно там лежит, официально пока не сообщается. Но факт того, что Серапиум, считавшийся полностью раскопанным с 1854 года, все еще скрывает помещение, ставит под сомнение саму идею о том, что мы знаем, что здесь происходило. Сведем все, что мы узнали, в 3 точки. Первое. В 1851 году под Саккарой была найдена подземная галерея с 24 гранитными коробками. Вес каждой около 100 тонн. Гранит привезен из Асуана за 800 километров. Геометрия граней на уровне современной авиационной промышленности. Вторая. 21 из 24 коробок оказалась пустой. На большинстве из них нет надписей. Размер и точность не соответствуют задаче захоронения быка. Третье. За 173 года после раскопок Мариэта никто из археологов не повторил инженерных замеров 24 коробок. Объяснение, которое мы имеем, это объяснение 1851 года. А если соединить это в один вопрос, он звучит так. Что если 24 коробки Серапеума – это вообще не саркофаги? Что если это контейнеры, оставшиеся от технологий, которые египтяне нашли, не понимали и приспособили под свою религию, чтобы хоть как-то ее осмыслить? Точно так же, как средневековые европейские крестьяне находили римские акведуки и считали их постройками великанов. Школьная история удобна тем, что у каждой каменной коробки есть имя владельца и понятная функция. Серапеум – это место, где школьная история заканчивается. 24 ящика стоят в скале в темноте, плотно прилегают к крышкам, обработаны с микронной точностью и пусты. Возможно, наши потомки будут смотреть на наши лучшие промышленные станки и не понимать, как мы их сделали. Возможно, мы не первые, кто умел резать гранит как масло. А Серапеум – это всего лишь склад, который кто-то однажды забыл забрать. Если ты дошел до этого момента, значит тебя интересуют вещи, которых официальная история старается не замечать. Подпишись, чтобы не пропускать мои следующие видео.